Суздаль– это поистине русский город. Это город, который называют «жемчужиной Золотого кольца». Здесь сохранилось нечто такое, чего нет в других русских городах. Его уютные и аккуратные улочки, отсутствие современных зданий и местный колорит – это то, что увлекает и захватывает. Ни в одном городе России я не испытывала подобных ощущений. Привет, друзья! Как вы знаете, сейчас я нахожусь в городе Суздаль. Я приехала сюда на праздник Иван Купала. Раньше я уже была здесь, я очень много слышала об этом городе. Мои друзья рассказывали мне о том, что это очень красивый город, который нужно посетить. И поэтому первый раз я решила приехать сюда, чтобы посмотреть город, чтобы увидеть все своими глазами. И когда я приехала сюда в первый раз, этот город мне очень понравился. Почему он мне понравился? Ну, во-первых, потому что здесь чувствуешь себя так, как будто ты находишься у бабушки дома. Здесь очень комфортно. Здесь нет высоких зданий, ничего не давит на тебя. Ты чувствуешь себя очень хорошо. Ты, можно сказать, дышишь полной грудью. И, кстати, здесь нет такой навязчивой рекламы, как в Москве. Здесь нет таких огромных билбордов, огромных щитов с рекламой. Поэтому здесь какое-то ощущение свежего воздуха, что ты можешь дышать. Чувствуешь себя здесь очень комфортно. В первый раз я посетила все основные достопримечательности города, я была здесь неделю, а сейчас я приехала именно на праздник. Я уже давно запланировала эту поездку, еще в конце мая. После моей первой поездки я купила билеты на вот это мероприятие. Наконец пришел тот день. Вы не представляете, как я ждала этот день, потому что я хотела увидеть своими глазами, как отмечают этот праздник. Хотела погрузиться вот в эту атмосферу. Наконец-то тот день наступил, и праздник уже завтра. Я хочу поделиться с вами своими впечатлениями, хочу показать, как это все проходит. Сейчас немножко расскажу вам об этом празднике, чтобы вы могли лучше понять, что это такое. Праздник Иван Купала – это старославянский праздник. Он приурочен ко дню летнего солнцестояния, также ко дню наивысшего расцвета природы. Праздник всегда на Руси отмечался очень весело, с плясками, хороводами, прыжки через костер. В общем, на этом празднике было очень-очень интересно, и, наверное, это была единственная возможность молодым людям и девушкам гулять долго, потому что было непристойно, нехорошо, если девушка гуляла на улице допоздна. Поэтому это был единственный день в году, когда молодые люди могли познакомиться, они могли встретиться и гулять допоздна. Вообще важно сказать, что это языческий праздник, и церковь боролась с языческими праздниками. Я имею в виду тот момент, когда на Руси начало распространяться христианство. Церковь боролась с языческими обрядами, и тогда этот праздник был приурочен ко дню Иоанна Предтечи и стал называться Иван Купала. С этим праздником связано очень много традиций, обычаев, различных обрядов. И самые такие важные, самые главные из них – это прыжки через костер, пускание венка, купание, потому что в этот день все считается целебным. Вода целебная, огонь целебный. И поэтому все хотят совершить эти обряды, да, в дань нашим традициям и в дань тому, что делали наши предки. И сегодня я тоже хочу посетить этот праздник, я хочу посмотреть и окунуться в эту атмосферу. Это очень интересно. Я с нетерпением ждала этого дня, потому что мне хотелось именно увидеть всю эту атмосферу, увидеть все эти обычаи, традиции
вживую. То есть как это происходит на самом деле. Этот праздник будут вести коллективы, народные коллективы, которые знакомы и очень хорошо знакомы с обычаями, традициями Древней Руси, поэтому все будет проходить очень близко к той атмосфере, которая была раньше, когда наши предки отмечали этот праздник. Поэтому очень интересно побывать там. Для этого праздника существует определенный дресс-код. То есть не рекомендуют приходить туда в современной одежде. Нужно приходить либо в какой-то старославянской одежде, в одежде в русском стиле, или в белой одежде, чтобы создать вот эту вот атмосферу. Раньше же не было джинсов, раньше не было вот этих вот современных образов, современных луков, да, поэтому рекомендуют приходить в простой одежде в русском стиле. Вот, например, я к этому празднику купила такое платье, оно белое, длинное, и оно в русском стиле. Ну что, ребята, и сейчас мы с вами отправляемся на этот праздник. Для меня это тоже новое впечатление, потому что я не была на таких праздниках раньше. Поехали и посмотрим, что это такое. Мы приехали в Щурово городище. Это место, где проводится праздник Иван Купала. Праздник начался с плетения венков. Женщины, девушки, девочки начали плести венки, а мужчины и дети в это время играли. Это был такой своеобразный процесс погружения в атмосферу праздника. Пока мы плели венки для праздника, для нас пели народные коллективы. Например, сейчас для нас поет фолк-группа «Крапива». Венок из живых трав и цветов – это символ невинности и чистоты, и главное девичье украшение для праздника Ивана Купала. Наши предки считали, что когда плетешь венок, складываешь свою судьбу, поэтому к этому процессу относились очень серьезно. Венки сплетены, а это значит, что пришло время перейти к народным забавам. Мы водили хороводы, пели песни, играли. Причем играли все, и взрослые, и дети, все играли вместе. И такая атмосфера, она очень сближала. Домой хочешь же? Ну, а теперь вот здесь вот вы уже будете нам почтение оказывать. А мы ручки поднимем, да вас пропустим. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. После того, как солнце село, мы с песнями отправились на место, где разожгли костер. Костер на праздник Иван Купала разжигали вечером, и огонь горел до самого утра. К костру должны были выйти все женщины, которые проживают недалеко, а тех, кто не вышел, подозревали в ведьмовстве. Сейчас у нас самая кульминация, когда у нас зажигается костер. Пощадите. Костер купались, когда можно за водой.
Самое заветное желание. Давайте сейчас каждый подумает, что он хочет. Вокруг костра водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. Кто выше прыгнет, тому быть счастливым. Верили, что прыжки через купальский костер помогут очиститься от порчи из глаза, а также защитят. В ночь на Ивана Купала девушки и женщины бросали венки в воду и гадали на суженого. Такой обряд в некоторых русских селениях назывался молчаливой водой. Также некоторые девушки опускали на воду венки с зажженными лучинами. Чей венок проплывет дольше всех, та и будет самой счастливой и обязательно скоро выйдет замуж. Чья лучина будет гореть дольше, та проживет долгую и счастливую жизнь. Ну а если венок сразу утонет, или если его прибьет к берегу, то суженый разлюбил, и замуж за него уже не выйти. Все видно. Праздник закончился только поздней ночью. Все это время нас сопровождали фолк-группы и народные коллективы своими прекрасными песнями. Я получила массу эмоций, и это был прекрасный день.